Привет, 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 песеры, с вами Морж. На календаре у нас 3 июня, и самое время поговорить про прокачку эпиков, которых нам завезли в четверг. Значит, здесь у нас Ювентус и Барселона. 3 карточки и от Ювентуса, 3 карточки от Барселоны. Начнем, пожалуй, с Ювентуса, потому что моя первая футбольная форма была именно Ювентус. И именно Дель Пьеро у меня был на спине с 10-м номером. Мне ее бабушка подарила на день рождения. Вот, правда, на сколько лет точно не скажу, но очень давно это было, лет 20 назад. Вот такие у меня детские воспоминания, связанные с Ювентусом. Ну и... В принципе, набор игроков здесь вполне себе неплох. Напоминаю, что если тебе нужны новости по игре, подписывайся на мой телеграм, ссылки в описании и закрепленном комментарии. Если нужно задонатить на мобилочку с российских карт, пиши мне в личку, ссылка там же. И там же ты можешь найти ссылку на чат, где можешь пообщаться с единомышленниками. Ладно, начнем мы с Дель Пьеро. Хоть как он мне душу и не греет именно детскими воспоминаниями, честно скажу, карточка мне это его не понравилась. Потому что классическая десятка, к сожалению. Дель Пьеро охотник за голами, вы помните, он был у нас в 21 части, был гораздо ярче. Может он играть центрального нападающего и оттянутого форварда, кстати, на центральном нападающем стиль работать не будет, но все-таки качать его стоит под оффа. Значит, при автоматической прокачке у нас тут 8 идет в удары, подкрутка у него есть, штрафные у него есть, реализация есть, 4 в пас, в принципе, для... оттянутого форварда, ну не самый большой пас, мягко говоря. 12 аж в дриблу, в 9 в ускорение, 8 в силу ног и выносливость, это скорость, сила удара и выносливость, и 1 в корпус. Ну, 1 в корпус сразу снимаем, и 1 с ускорения тоже снимем, чтобы хотя бы 4 стата у нас было. Так, с 12 дриблы. Конечно, дрибла ему нужна, но меня очень сильно смущает его слабенький совсем пас. В принципе, я бы до 8 дриблинг опускал, он у него вполне себе пристойным останется. Но при этом у нас 16 статов, аж которые можно раскидать дополнительно. Я бы хотя бы до 8 поднимал пас, потому что оттянутый форвард не всегда играет на острие атаки, а подыгрывать ему тоже нужно уметь. И 8 статов. 8 статов. В принципе, что-нибудь можно поднять на 2, да, и у нас еще 2 стата останется. Но что бы ему поднять? Ускорение, ну с балансом у него и так все отлично, умение атаковать это особо не вырулит, ускорение, ну 90 будет. Скорость... будет 88, 84, 85. Пас все-таки выгнать в зеленую зону. Даже не знаю. Вот реально такой вопрос, даже не знаю. Наверное, 2 стата все-таки все равно мы оставим у него в дрибле, чтобы скорость дриблинга была 91. Ну и оставшиеся 2 стата можете, конечно, вкинуть либо в, собственно, стиле, либо немножечко ему улучшить корпус, хотя он у него, конечно, дичайше паршивый. Итого получится он у меня 96-й, а нет, 97-й он у меня получится, как и при автоматической прокачке. По навыкам есть у него ножницы, есть у него марсельская рулетка, есть у него проброс между ног с разворота, сложные дальние удары, просто дальние удары, акробатика, игра пяткой, удар без подработки, пас-разрез, слепой пас. Угу. Добавлял бы я ему боевой дух, добавлял бы ему пас в касание, пас на ход, добавлял бы ему дальние подкрутки, потому что с подкруткой у него все очень даже неплохо. Марселька, в принципе, есть, но можно поймать двойное касание, если вы любите использовать этот финт. Вот такая у меня прокачка бы получилась. Далее Недвед. Вот здесь очень хорошая карточка, плюс универсальность по всем практически позициям полузащиты, кроме опорника. И качать вы можете его как и атакующего полузащитника. У меня, кстати, в 21 части чаще всего он именно атакующего играл, как левого, либо правого. У нас фланговых игроков не так уж много, поэтому на левом полузащитнике, как по стандарту, и остановимся. Смотрим автоматическую прокачку. 4 в удары, 8 пас, 8 дрибла, 8 ускорения, 10 в скорость, выносливость, конечно, конская, хорошая сила удара. Ничего в корпус, он у него отсутствует, в принципе, как и у Дель Пьеро. Ну и в защиту тоже, само собой, ничего. С одной стороны, левому полузащитнику и защита, в принципе, нужна была бы. С другой стороны, с автоматической прокачкой я согласен, вполне себе. То есть все практически в зеленой зоне, кроме там штрафных. Ну, да, штрафные будут бить Дель Пьеро, если что. По навыкам сложные дальние удары, просто дальние удары, удары с наклевом, удар по восходящей, акробатика, игра пяткой, пас в разрез, точность подач, подкрутка шведкой, низкий пас навесом. Вполне ему можно ловить какой-нибудь финт, подсечку Роналда, которую удобно использовать на фланге, марсельскую рулетку, обводку двойным касанием, вот что-нибудь из этого, потому что, как видите, финтов у него нет вообще. Боевой дух, само собой, пас в разрез у него есть, пас на ход, слепой пас можно ему добавлять, ну и в принципе, так, дальние удары, сложные дальние удары есть. Дальние подкрутки, ну, в принципе, можно.
81 подкрутка, в принципе, можно и за Недведа попытаться покрутить. Вот такой расклад по Недведу. Ну и Эдгар Давидс. Тут реально 9,5 из 10. Очень классная карта. Дичайше мне зашел. Отличный стиль для опорника. Разрушитель. Да, рост не самый выдающийся, тем не менее, Давидс прям хорош. 16 аж летит ему в защиту, и, конечно, такую защиту мы делать ему не будем. Понизим до 12, все равно этого будет за глаза. А 16 статов на дороге не валяется. Ничего не идет в удары, в принципе, и не надо. 8 в пас, можно будет пас ему немножко поднять. 4 дрибла, 4 ускорения, 8 скорость, 4 корпус. Так, 16 статов. 16 статов это хорошо, это много. Я бы понимал ему дриблинг до 8. И, наверное, я бы поднимал ему ускорение тоже до 8. Таким образом, получился бы он у меня тоже 95-м, как и при автоматической прокачке, но при этом с класснейшим ускорением, неплохой дриблой, защитных статов вот этих и так за глаза, вот, и... Вполне себе, мне таким он нравится. По навыкам есть у него Марселька, удар подъемом, опекун, натяжка в защиту, перехват, акробатический вынос, боевой дух, блокировщик, подкат. В принципе, все защитные навыки, кроме верхового главенства, у него есть, но игра головой у него паршивенькая. В принципе, можно верховое главенство добавить. Само собой, опять же, обмазываем его пасами. Пас в разрез, пас на ход... Все вот это вот дело, и получаем отличного опорника, который великолепно вам поможет в защите и, собственно, сможет отдать хорошую достаточно передачу, начать вашу атаку. Переходим к Барселоне. Белетти. У нас здесь 94 на максимальной прокачке, но кроме правого защитника он никуда и не становится. Как обычно, для правого защитника и левого защитника у нас почему-то скорость является основным статом. 13 тут аж летит в силу ног и выносливость, но хотя у него изначальная скорость не так уж хороша. 8 ускорения пойдет, 4 дрибла. С дриблой печалька, конечно, пас 4. Пас тоже не особо выдающийся, корпус отсутствует, практически 8 в защиту. Да, автоматическую бы я здесь оставлял. В принципе, а что ему здесь менять? Ну вот если так посудить, что ему здесь реально менять? По навыкам: ножницы, проброс между ног со сворота, ведение подошвы, удары по восходящей, пас в касание, точность подач, опекун, боевой дух, подкат. Естественно, его можно ловить перехват, что там еще, верховое главенство, ну, короче, все стандартные защитные навыки, само собой, боевой дух и... Опять же, обмазываем пасом. Если он будет идти вперед, поддерживать вашу команду в атаке, то, само собой, пас ему пригодится. Иньеста. Значит, смотрим на правый угол, сразу обращаем внимание и видим, что он для атакующего полузащитника у него на первом уровне рейтинг 87. Стиль креативный плеймейкер, тоже он будет работать на атакующем полузащитнике, и под АПЗ я вам бы и советовал его качать. Автоматическая прокачка вот такая, как видите, на АПЗ по сумме статов он будет 99. Как будет 99 на левом полузащитнике и правом полузащитнике. Что по мне очень даже здорово, но при этом на центральном будет 96. Так, с 4 в удары, ладно, пусть будет, 8 в пас, 9, 12 в дриблу, не-не-не-не-не, это дорого. Тут и такого дриблинга просто за глаза хватит, давайте вот так пока опустим. 8 ускорения, 7 скорость, сила удара и выносливость. Корпус отсутствует, защита отсутствует, но 12 статов у нас лишних есть. Я бы, наверное, пытался все-таки ему выровнять хоть чуть-чуть скорость, то есть до 11 бы здесь поднимал. И 1 стат остается, ну, можете закинуть его в стиль, можете закинуть его в корпус, хотя, ну, сами видите, да, прыжок 59... Корпус 62, ну, печаль. В защиту тоже особого смысла не имеет. Я закину в корпус, пусть будет. Ну, и либо можно это потратить на стиль. Таким образом, он получится 97 как центральный полузащитник, 99 как атакующий, левый и правый полузащитник. Великолепнейшая дрибла, великолепнейший пас. В принципе, достаточно неплохая подкрутка для дальних ударов. В общем, все у него есть. Даже выносливость кое-какая присутствует. Есть у него обводка двойным касанием, Марселька, проброс между ног со сворота, ведение подошвы, пас в касание, пас в разрез, пас на ход, точность подач, подкрутка шведкой, штатный пенальтист. Само собой добиваем боевой дух, само собой берем ему дальние удары, сложные дальние удары, дальние подкрутки. Это все ему пригодится, и карточка вообще заиграет просто дичайшими красками. Иньеста, наверное, сейчас один из сильнейших атакующих полузащитников у нас. Ну и последний, Роналдиньо, конечно, куда же без него, стиль креативный плеймейкер, позиция левый нападающий. Как видите, на оффе он будет иметь 87. Я считаю, что на оффе на самом
деле самое ему и место. Поэтому давайте под оффа его и прокачаем. Значит, вот так идет автоматическая прокачка. 98 будет он на оттянутом форварде, 96 на атакующем полузащитнике и 98 на левом нападающем. 8 в удары, ладно, допустим, пойдет. Хорошие штрафные, хорошая подкрутка. 4 в пас. Пас мы будем увеличивать, а дриблинг мы будем уменьшать, потому что вот такого дриблинга все равно будет достаточно. 8 в ускорение хорошо, скорости особо нет, тоже с ней надо поработать. Ну, остальное нет. И вот здесь вот у нас дилемма. С одной стороны, нужно ему поднимать скорость, силу удара и выносливость, потому что бегать-то ему все равно придется. С другой стороны, ему нужно поднимать пас. Поэтому давайте поднимаем вот так. И, наверное, 2 я бы оставил в пас. Итого, получился он 98-й на оттянутом форварде и левом нападающем. При этом с вменяемым пасом, хорошей дриблой, хорошей реализацией, классным ускорением. И хоть какая-то выносливость у него появилась. Но, если честно, вот просто сравнивая, мне кажется, Иньеста выглядит реально посимпатичней, чем Роналдиньо. Хотя Роналдиньо у нас биг-тайм, а Иньеста не биг-тайм. Кстати, что меня удивило, действительно удивило. Роналдиньо даже репост сделал, типа, вот то, что он вышел в песню, что у него нет, блин, оригинального празднования. Ну, то есть, вот этого значка, да, Big Time карта, все дела, оригинальное празднование. Konami, ну это совсем уже лентяйство, это совсем уже так не делается. Я сам ленивый и просто как сволочь последняя, вот, но с таким подходом к игре ничего хорошего, ребят, ой, нас не ждет, поэтому очень хочется, чтобы Konami менялась. Итого, вот такой Дель Пьеро, Недвед, Давидс, Белетти, Иньеста и Роналдиньо получились у меня. Пиши, будешь ли ты пользоваться моими советами, возможно, сам дашь хороший совет, который прочитают другие люди и потом скажут тебе спасибо. В общем, общение по поводу прокачки этих ребят в комментариях. А на этом прощаюсь, ребят, спасибо, что были со мной. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.